Эмма Браун проработала официанткой почти весь день на закрытом благотворительном приеме в одном из самых роскошных залов Чикаго. К позднему вечеру, когда усталость уже сказывалась на каждом движении, неловкий толчок у стола привел к тому, что бокал с шампанским опрокинулся и залил дорогой костюм Нейтана Колдуэлла, 33-летнего главы технологической корпорации, известного резким характером и презрительным отношением к персоналу. Потеряв самообладание, он публично унизил Эмму, схватив ее за волосы и грубо обрезав их на глазах у сотен гостей, которые предпочли снимать происходящее, а не вмешиваться. Когда он оттолкнул ее, Эмма едва удержалась на ногах, испытывая шок и стыд. В этот момент в зал вошел ее муж, Майкл Риверс, сдержанный и малоизвестный широкой публике предприниматель, один из ключевых спонсоров вечера и совладелец здания. Увидев состояние жены, он спокойно укрыл ее своим пиджаком, а затем сосредоточил все внимание на виновнике произошедшего. Уже в ту же ночь Риверс привел в движение сложный механизм влияния. Его юристы, финансовые аналитики и скрытые партнеры начали действовать синхронно. В СМИ всплыли показания бывших сотрудников компании Колдуэлла, контролирующие органы инициировали проверки, банки заморозили финансирование, деловые партнеры отказались от сотрудничества, а инвесторы в панике избавлялись от акций. К утру Чикаго обсуждал не только сам инцидент, но и личность Майкла Риверса, о котором ранее почти никто не говорил. Нейтан Колдуэлл попытался исправить ситуацию и добиться личной встречи. Однако быстро стало ясно, что нанесенное унижение не подлежит выкупу. Спустя несколько дней его задержали на глазах у прессы, а через 3 месяца суд присяжных признал его виновным в нападении. Приговор включал тюремное заключение сроком более года и длительный испытательный период. Компания вскоре объявила о банкротстве, а фамилия ее владельца превратилась в символ злоупотребления властью и стремительного падения. Эмма со временем привыкла к короткой стрижке, ушла из ресторанного бизнеса и начала работать в благотворительном фонде мужа, помогая людям, пострадавшим от унижения и произвола. По вечерам, глядя с балкона их дома на огни Чикаго, она ясно осознавала, что деньги не делают человека недосягаемым, а жестокость неизбежно приводит к последствиям. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.